Здравствуйте, мои дорогие! Все, конечно, слышали фразу, что еврейская женщина может приготовить 10 блюд из одной курицы. 10 не знаю, но 8 блюд мы с вами сегодня приготовим. Итак, еврейский ответ. У меня есть одна птичка. Прежде чем что-либо делать, ее нужно разделать. Такое видео уже есть у меня на канале, я оставлю ссылку в описании, ну и посмотрите вот сюда. Здесь тоже появится такая ссылка. Как видите, это несложно, это быстро. Я не очень старалась убрать мясо с птички, потому что я буду варить из остова бульон, и мясо, которое есть на костях, мне сегодня тоже пригодится. Я заранее вскипятила воду для бульона, отправляю туда остов птички вместе с шеей. Бульон у меня горячий. Отправляю туда же луковицу, прямо с чешуей. У меня есть немного сельдерея. Ну и, собственно говоря, больше я сегодня туда отправлять ничего не буду. Бульон закипит вместе с птичкой, я его посолю. Отправляем на плиту. Перво-наперво разберемся с грудками, с тем мясом, которое должно либо промариноваться, либо еще подготовим к готовке. Итак, одну половинку грудки я нарежу шницеля. Шницеля, прежде чем жарить, мы будем мариновать. Мариновать, конечно же, будем в яйце. Итак, одно яйцо. Соль, буквально щепотку соли, немного паприки. Хотите, можете добавить горчицу, хотите, добавьте травки, неважно. Все взбили и отправляем в это яйцо наши шницеля. Хорошо перемешали. Я рекомендую дать им постоять примерно полчаса. Тогда они получатся сочные, нежные. Со шницелями справились. Отправляем отдыхать. Мне осталась еще одна грудка. Что я буду делать с ней? Из нее я сделаю котлеты. Рубленые котлеты. Мне мясорубка не нужна. Просто мелко порублю эту филешечку. И вот теперь мы будем делать фарш для наших котлет. Мисочка. Отправляем сюда нарубленное мясо. Яйца использовать не будем. Ложку столовую майонеза. Примерно столовую ложку муки. Щепотку соли, черный перец. И теперь главный фокус-покус. Грецкие орехи. Я их порублю. Возьму другой нож для этих целей. Все могу делать на одной разделочной доске. У меня все эти ингредиенты будут смешиваться с мясом птицы. Поэтому имею право. И порубленные орехи тоже отправляем в наш фарш. Больше, меньше, это уже как вашей душе угодно. Любите вы орехи, не любите вы орехи. Выбирайте сами. Что мне в этом фарше не хватает, так это лука. Но как у хорошей хозяйки, у меня всегда есть
пережаренный пассерованный лук в холодильнике. Целая коробка. Обычно я беру 5, 6, 7 луковиц, обжариваю, убираю в холодильник. Дело в том, что жареный лук нужен в огромном количестве рецептов. Уходит 3 дня и коробочки нет. Итак, я сюда добавлю немного пассерованного лука. И заметьте, я не тратила время на то, чтобы его сейчас пассеровать. Все хорошо перемешиваем. И тоже оставляем мариноваться. Ну что ж, продолжим. У меня остались окорока. Мы сделаем стейк из паргита. В Израиле паргит это называется либо маленький цыпленок целый, либо вот это нежное мясо с бедра курицы. Как снять с него кожу, точнее не кожу, как снять мясо с этой кости, убрать кость, я вам сейчас просто-напросто покажу. Итак, начали. Делаем надрез вокруг косточки. Просто, по сути, вырезаем ее из мяса. Делаем следующий надрез до второго сустава. И точно так же вырезаем его из мяса. Отрезали. Вот здесь есть на голени такая косточка тонкая. Видите, что у нас получилось? 2 косточки цепляются сейчас за мясо ножки. Вокруг этого сустава мы обрезаем мясо. Здесь может получиться дырочка в мясе такая насквозь. Ничего страшного в этом нет. Все. Вот такой кусочек мяса у нас получился. Нам осталось сделать маринад для стейка из курицы. Мисочка, зубчик чеснока. Маринад можете делать любой. На самом деле это не принципиально. Я вам покажу один из сотни вариантов, какой можно сделать маринад. Соль, перец. Хотите черный, хотите смесь перцев. Я возьму чайную ложку горчицы, гладкой, дижонской горчицы. И немного оливкового масла. Буквально каплю. Все это тщательно перемешаю. У меня один паргит, мне много не надо. И размажу по моему стейку будущему. Прямо вот сделаю это хорошо руками. Просто вотру. С обратной стороны тоже. Обратите внимание, шкурку я не снимала. И вот у меня эта мисочка маленькая осталась. В ней я, пожалуй, оставлю этот стейк отдыхать. Что у меня тут осталось? Осталось у меня 2 крылышка. Это из того, что нужно замариновать. И на самом деле осталась попка куриная. Готовятся они одинаково. Мы их сделаем с вами в одном маринаде. В крылышек убираем вот эту последнюю фалангу. Она нам не нужна. Сделаем соус для куриных крылышек. Мисочка. У меня сегодня все по чуть-чуть. Курица-то у нас одна, блюд много. Итак, что мы сюда возьмем? Мы сюда возьмем чайную ложку приправы для курицы. У меня вот для курицы гриль. Возьму ее. Чайную ложку оливкового масла.
Прекрасно. Немного сухого чеснока. Забыла достать. Сухой чеснок. Где-то пол чайной ложки. И небольшую щепотку соли. Все перемешали. Будете делать много крылышек, конечно, увеличьте количество всех ингредиентов. Обваляли со всех сторон. Обмазали. Крылышки оставим мариноваться. И подготовим для них соус, который нам нужен будет для приготовления. Для соуса к крылышкам нам понадобится мед. У меня финиковый мед. Примерно столовую ложку. И, не поверите, кетчуп. Чайную ложку кетчупа, может быть, 1,5. Тот, который вы пользуете ежедневно в своем рационе. Ну вот чайную ложку с горкой я сделаю. Все перемешать и оставим до лучших времен. У нас осталась еще одна ножка. Вот с этой ножкой будет все интересно. Мы ее сделаем фаршированную. Итак, для этого нам нужно снять кожу. Снимается достаточно легко. Какие-то кусочки жира можно помочь себе ножом. Аккуратно. Стягиваем кожу чулком. И, собственно говоря, у меня есть страшный инструмент, старый нож, старый топорик, для того, чтобы отделить кусок кости, который останется вместе с кожей. Вот такой топорик у меня есть, он такой уже боевой, старенький. Его я как раз таки сегодня буду для этого использовать. Перерубили. Вот такой кусочек у нас получился. Видите? Суставчик и кожа. Вот эту кожу мы с вами и будем фаршировать. Для этого нам нужно срезать мясо. Так же, как мы срезали для стейка. Но здесь нам не нужно целым куском, потому что мы все равно будем это все мелко рубить. Обрезали мясо. Косточка нам уже не нужна. И мелко порубим, как нарубленные котлетки. Что ж, мясо порубили, отправляем его в миску. Сюда же я отправляю немного обжаренного, заготовленного заранее лука. И сюда же я отправлю шампиньоны. Обжаривать ничего не надо. Мелко порежу шампиньоны. Опять-таки шампиньоны у меня идут в этот же фарш, поэтому имею право резать их на той же самой доске, на которой мы разделывали птичку. Можете использовать не шампиньоны, можно использовать все, что вы любите. Например, куриную печень, какие-то субпродукты, только их нужно будет заранее обжарить вместе с луком. Можно добавить отварной рис. Я не знаю, что можно добавить. Можете добавить гречневую крупу, гречневую кашу. Тоже предварительно немного отварив. То есть здесь только ваша фантазия. Мы любим грибы, поэтому я буду использовать грибы. Ну, вот, на мой взгляд, достаточно. Что нам остается сделать? Посолить, поперчить, добавить специи. И мы начнем фаршировать нашу ножку. Я добавлю паприку. Соль. Все хорошо перемешаю. И отправлю это все обратно в шкурку. Вот наша шкурка. Так я ее сложила. Перевернем большей стороной, где есть жир, берем. Большей стороной шкуры вниз. И начинаем начинять.
есть вот такая цыганская игла, так называемая. Она мне досталась еще от бабушки, но они есть в продаже. Если задаться целью, их можно найти. Начинаем зашивать. Я люблю сделать узелок на конце. И вот когда у нас остается одна небольшая дырочка, мы можем добавить наш фарш. Остатки. Вот такой окорочок у нас получился. Его мы с вами будем запекать. У меня осталось немного начинки. Ее мы с вами тоже используем чуть позже. Окорочок. Что делаем с ним? Я беру форму для запекания. Немного растительного масла на дно. Выкладываю мой окорочок в форму. И для корочки такой, которая у нас потом появится, я возьму немного просто обычного майонеза. Соберу по краям, что у меня есть, и обмажу курочку. Смотрите, духовка у меня разогревается до 200 градусов, 30 минут под крышкой и потом минут 10 до появления золотистой корочки без крышки. Ну что, друзья, и, наверное, самый долгожданный вами рецепт – фаршированные куриные шейки. Сегодня ситуация такая, что купить курочку, чтобы с длинной какой-то шеей и на ней полностью была кожа, ну, практически невозможно. Мне, во всяком случае, такие не встречаются. Почему куриная шейка? Раньше курица продавалась ровно так. Для большего веса голову отрубали, а вот эта вот вся шея с кожей оставалась, ее тоже можно было как-то использовать. Сегодня проблема набрать кожу с куриной шеи, поэтому мы будем каким-то образом кроить из шкурки, которую я просто сняла с нашей курицы. Значит, я скрою какое-то подобие такой колбаски, отрежу какой-то прямоугольник и просто так же, как я сшивала наш окорок, сошью эту шейку. То есть мне нужно сделать колбаску, я сложила пополам, и я сошью раз и два. Моя любимая игла. Поработаем портным. На самом деле вы прекрасно понимаете, что блюдо, ну такое, это больше не блюдо даже, это больше какая-то память, воспоминания, еврейская беднота. В этом блюде нет ничего, что заслуживало бы какого-то особого внимания. На самом деле это жир, который остался после разделки курицы, это лук репчатый и это самая обычная мука, соль, перец. Я сегодня предложу вам немного такой облагороженный вариант этого блюда. У нас с вами осталось немного начинки. Здесь есть чуть-чуть мяса, лука,
добавлю сюда же жир куриный, который у меня остался мелко, его порублю. Изначально, еще раз повторяюсь, куриный жир, мука и обжаренный лук. И, конечно, мне все это нужно порубить еще мельче. Возвращаем все в миску. Соль и перец у нас уже здесь в принципе есть, поэтому я добавлю сюда только муку. Вот, наверное, столовую ложку муки я сюда добавлю. Перемешаю. Немного, лук у меня здесь уже тоже есть. Я добавлю немного вот, жира от этого обжаренного лука сюда. Масло, которое есть в коробочке. Можете добавить просто растительного масла. Нужно, чтобы мука немного схватилась. И давайте фаршировать. Процесс ровно такой же, как и с бедрышками. Вот такая вот масса у меня получилась. Ее удобнее немного сжимать вот в такую колбаску и засовывать в подготовленную кожу. Накрыли. Просто продавить рукой. Осталось зашить. Что ж, все подготовки мы с вами сделали. Теперь начнем готовить. Я поставила сковороду разогреваться. Налью сюда масло и пожарим шницели. Панировочные сухари я храню вот в такой коробке под крышкой. На самом деле это очень удобно, они всегда под рукой, и в большом объеме очень удобно обмакивать шницеля. Вот мои шницеля. Они пропитались яйцом, специями. Мне остается только с двух сторон обвалять их в сухарях и отправить на раскаленную сковороду. Так как шницели я жарю на достаточно большом количестве масла, то сначала я их обычно выкладываю на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло. Мои шницеля готовы, ну а подавать я их буду с рисом. Я приготовила сегодня рис с овощами в сковороде. По-моему, прекрасный гарнир. И пару-тройку шницелей. Ну а вторым номером, помните, мы с вами сделали фарш для рубленых котлет. Та же самая сковорода, масло. И работать мы будем в этой истории ложкой, выкладывая наши котлеты как оладушки.
А вторую сторону котлет мы будем жарить под крышкой, уменьшив огонь. Я не знаю, как принято у вас, но у нас в доме к определенным блюдам есть определенные любимые гарниры. Котлеты, куриные котлеты, неважно, из фарша или рубленые, мы на самом деле очень любим либо с овощами, либо просто с гречневой кашей. Сегодня у меня гречневая каша. Приятного аппетита! Наше второе блюдо готово. Приступим к третьему блюду. Для него я взяла гриль-сковороду, такую, с полосочками. И у нас есть тот самый замаринованный стейк из бедра курицы. Достаем и сначала кожей вверх несколько минут, потом просто перевернем. Стейк, он на то и стейк, к нему особо гарнир не нужен. Достаточно просто овощей. Овощи готовы. Что ж, стейк тоже готов. Здесь витают сумасшедшие ароматы. Чеснок дает свой вкус. Выкладываем. А мы тем временем продолжим. 3 блюда готово. 4. Куриные крылышки. Я вновь разогреваю сковороду. Капля масла, буквально капля. И выкладываю крылышки, хорошо обжарив их с 2 сторон. У нас здесь есть еще куриная попка. Знаете, когда я была маленькая, очень популярно было запечь целую курочку в духовке. И мы с братом караулили, все гости сидят за столом, а мы караулим, когда курица будет готова. И до того, как мама достанет ее из духовки, нужно вытащить, отрезать крылышки и отрезать попки. И это было самое вкусное. Как часто нам за это влетало, но охота пуще неволя. И помним, что к крылышкам у нас приготовлен соус, в состав которого входит всего 2 ингредиента. Мед и кетчуп. Ждем, когда пожарятся крылышки. И вот крылышки обжарились с 2 сторон. Они уже готовы. И теперь я могу вылить в сковороду соус. И быстро-быстро закрыть крылышки соусом. Тоже с 2 сторон. Вот такие крылышки у нас получились. А мы с вами продолжим. Мы с вами приготовили уже 4 блюда. Начинаем готовить 5-е. Опять сковорода. Разогреваем немного масла. И воспользуемся луком, который у меня пожарен заранее. Вы, наверное, уже догадались, что мы переходим к фаршированной куриной шейке. Но дело в том, что раньше то, что мы с вами зашили, наши бабушки просто выкладывали в бульон и варили. Я хочу дать вам немного модифицированный рецепт этого старинного блюда. Ну, все-таки время идет, все течет, все изменяется. У меня нагревается сковорода вместе с луком, а тем временем у меня уже готова наша фаршированная ножка.
Вот посмотрите, какая красотища у меня получилась. Мы ее выложим на блюдо. Между прочим, это 5-е блюдо, которое у нас тоже уже готово. Лук начал прихватываться. У меня готов бульон. И это 6-е блюдо. Лук жарится. Мы возьмем нашу фаршированную шейку и выложим ее обжариваться вместе с луком. Немного обжарим ее с двух сторон. Сделаем меньше нагрев. И добавим прямо в сковороду куриный бульон. Накрываем крышку и оставляем тушиться минут на 15-20. Огонь практически на минимум. Ну а пока куриная шейка тушится, я ее несколько раз переверну. А пока куриная шейка тушится, я вам покажу свое самое-самое любимое блюдо из моего детства. Я вытащила остов из бульона. Бульон у меня, кстати, получился такой насыщенный, немного желтого цвета, потому что луковицу я варила прямо в шелухе в нем. И что нам нужно сделать, это отделить мясо, которое здесь есть. Пока варился бульон, я еще отварила картофель. И сейчас я вам покажу то, что я больше всего любила в детстве, а накормить меня было очень сложно. Отварная картошка. Добавляем обжаренный лук. И всю вот эту вот мелочь, которую мы сняли с куриных костей. Можно, конечно, ее еще немного порубить ножом, но мне больше нравится, когда она вот такая рваная. Отправляем ее сюда же к картофелю. И вместе с луком и с птичкой делаем пюре. Пюре с курицей и с луком готово. И знаете, как больше всего я любила это есть? Я любила есть отдельное пюре и запивать это куриным бульоном. Так мы сегодня и поступим. Пюре и кружка ароматного бульона. Если вы хотите, чтобы ваш бульон был светлым, почистите луковицу перед тем, как ее кинуть в бульон. Пюре с курицей, куриный бульон и осталась шейка. Выключаю, посмотрим, что у нас получилось. У меня шейка немножко разошлась по шву, но в этом нет ничего страшного. Выкладываем ее сюда. А вот в этот кипящий соус, который есть на сковороде, добавим немного муки. Шейка, она немного порвалась, но это не страшно. И мы к ней добавим вот такой вот тоже мучной гарнир. Сытное блюдо, понятно, что не очень полезное, но как память из детства, вот оно было именно таким. Мы с вами потрудились сегодня на славу. На самом деле на все эти блюда у меня ушло 2,5 часа. При том, что я снимала, переставляла камеру, пыталась вам объяснить, что-то рассказать. Итак, что мы приготовили? Ну, во-первых, куриную шейку, фаршированную куриную ножку, гречу с рубленными котлетами и
грецкими орехами, стейк из куриной ножки, куриные крылышки в томатно-медовом маринаде, пюре с куриным мясом, жареным луком и куриным бульоном запить, шницеля с рисом, жареным с овощами на сковороде. Итого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Те самые 8 блюд, которые я вам и обещала. Готовьте с удовольствием, экспериментируйте, берегите себя и будьте здоровы.